психологии есть много интересных вещей, с которыми мы часто сталкиваемся, но при этом мало кто понимает, что они действительно означают. К примеру, когнитивный диссонанс многие люди по сей день интерпретируют неправильно. То же самое касается понятия пассивно-агрессивного поведения. Что такое пассивная агрессия? По факту это часть человеческого поведения, при которой подавляется проявление гнева. Как правило, люди с пассивно-агрессивным стилем общения не выступают открыто против того, что им не нравится. В общем, это склонность к косвенному выражению враждебности посредством таких действий, как неявные оскорбления, угрюмое поведение, упрямство, сарказм, поясничество, саботаж и неосознанное вредительство. Данная манера поведения проявляет агрессивность за счет того, что «нет», отказ выражается пассивным образом и может даже выглядеть как согласие, но неумение распознавать ее чревато проблемами для любого человека, особенно для тех, кто может грести все на свой счет, близко принимать к сердцу, накручивать себя и так далее. Поэтому необходимо уметь выявить пассивно-агрессивного человека, чтобы не позволять ему завладеть вашим разумом и не дать возможности манипулировать. Давайте разберем, какие фразы чаще всего используют пассивно-агрессивные люди. Я не злюсь. Отрицание своей злости является самым распространенным поведением пассивно-агрессивного человека. Вместо того, чтобы быть честным с людьми вокруг и прежде всего с самим собой, относительно негативных эмоций, пассивно-агрессивный человек будет все отрицать. Если такому человеку что-то не нравится, он никогда не признается вам в этом. Мне все равно, как себя поведет в дискуссии, споре или даже обычном разговоре человек, которому нечего сказать, у которого совершенно нет аргументов. Скорее всего, сделает вид, что его это совсем не беспокоит. Мне все равно. Или «как скажешь». Это частые фразы, которые каждый из нас мог слышать. Такие люди часто хотят вывести нас из себя и с чистой совестью говорят «делай как знаешь» или «делай как хочешь», а после могут обвинить в провоцировании конфликта. Да-да, сейчас. Пассивно-агрессивные люди ведут себя так, будто готовы выполнить поручение или помочь другому. Но на деле они не приняли никакого решения и хотят лишь отсрочить выполнение задания. Если всякий раз, когда ваш ребенок или родственник на вашу просьбу помочь отвечает «да-да, сейчас», а затем никуда не торопится, значит, есть шанс, что у него развивается пассивно-агрессивная модель поведения. Я не знал, что ты имел в виду сегодня. Тогда как один человек время от времени будет выполнять неприятные ему дела, пассивно-агрессивный будет задействовать все известные методы, чтобы отложить задачу или переложить ее на другого. Такие люди часто опаздывают и искусно саботируют других. Прокрастинация – их второе «я». Ты просто хочешь, чтобы все было идеально. Когда прокрастинация не может быть выходом, появляется более изощренная тактика, при которой человек заканчивает задачу, пусть и вовремя, но делает это крайне посредственно. Например, студент, неряшливо написавший курсовую, то есть списавший ее, либо муж, приготовивший жареную картошку для жены, прекрасно зная, что она ее не любит, лишь потому, что он не умеет больше ничего готовить. Подрядчик или фрилансер, взявший оплату, но выполнивший работу посредственно или сделавший совершенно не то. В общем, вместо того, чтобы вообще не сделать задачу, человек выполняет ее, но делает это небрежно или без особых усилий. Я думал, ты знал. Агрессор может вести себя совершенно отвратительно и после уличения в этом прикрыться фразой «я думал, ты знал» или «да, я такой». То же самое происходит и с бездействием. Когда человек, например, пообещал вам помочь, а после внезапно пропал, якобы забыв про обещание, такие люди могут утверждать, что забыли о сказанном либо обещанном, когда на самом деле они даже не собирались ничего предпринимать. Конечно, я сделаю все возможное. Каждый из нас наверняка сталкивался с ситуацией, при которой работник службы поддержки или продавец-консультант обещал исправить ошибку или проблему, но дальше этого дела даже не дошло, несмотря на то, что это было в его силах. Такие люди встречаются повсеместно, особенно в сферах обслуживания. Ты поработал на 5, учитывая твой уровень образования. Подобный двусмысленный комплимент и подобный ему, конечно же, означает оскорбление. Часто такая ситуация происходит между мужчиной и женщиной, где в роли жертвы выступает последняя. Такие люди очень часто используют сарказм и неуместный юмор, чтобы подорвать ваше чувство уверенности в себе. Я шучу.
Сколько оскорблений и выпадов можно позволить себе в адрес другого человека, прикрываясь за якобы безобидной шуткой? Да, иногда люди и правда случайно неудачно шутят, но если ситуация повторяется раз за разом, то это прямой указатель на пассивную агрессию и на то, что вас, очевидно, хотят унизить, но не шибко откровенно. Или, возможно, за ваш счет просто пытаются, так сказать, выехать, почувствовать себя лучше, краше и тому подобное. Почему ты так расстраиваешься? Пассивно-агрессивные люди – мастера в поддержании невозмутимости и спокойствия, по крайней мере внешне. Особенно, когда оскорбляют других. На самом деле им очень приятно видеть, что он доставляет собеседнику неудобства. В заключение хочется сказать, как же вести себя с такими людьми. Самое главное здесь не пытаться отвечать агрессору теми же методами. Это только разодорит его. Делайте именно то, чего он больше всего боится. Скажите о своих чувствах. Искренне. Не обманывайте сами себя, что все нормально и такое поведение другого человека случайность. Прямо и ясно скажите ему, что для вас это неприемлемо. И взамен предложите уважительный формат отношений, когда можно выражать гнев, но более аккуратно. Искренний разговор о чувствах действительно напугает агрессора, и он перестанет себя так вести, по крайней мере, по отношению к вам. Ну что, друзья, на этом видеоролик подходит к концу. Я надеюсь, вся вышеизложенная информация была для вас полезна, интересна, актуальна. Если это так, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока!